Виктория медленно закрыла глаза своей матери, которые когда-то светились теплом и любовью, теперь же стали безжизненными. За окном звенели птицы, облака величественно плыли по небу, но в этот миг для нее мир вокруг остановился. Словно сама природа почувствовала их утрату и замерла. За окном продолжалась жизнь, но она была чуждой, неожиданной и пугающей для Виктории и ее сестер. Мария сидела на полу, прижимая к себе обветшалую куклу, ее единственного друга в этом мире, где все накануне перевернулось. В глазах девочки блестела слеза, а в сердце поселилось постоянное чувство тоски. Почему мама не проснется? Как быть без нее? Вокруг царила тишина, и каждое слово казалось лишним. Кирилл, старший биезжий из детей, сжал в руках старую кожаную сумку, заполнившуюся призраками их воспоминаний. Сегодня он должен был стать защитником своих сестер, но его трясущиеся руки выдавали дрожь страха, которая сковывала его сердце. Лишь несколько дней назад они были счастливы, а теперь их судьба зависела от очередных решений взрослых. Голос хозяйки дома, требующий освободить комнату, звучал невозмутимо и резко, как гром среди ясного неба. Она не проявляла ни капли сострадания, ибо взрослые порой не замечают боли детей, окутанных горем. Дети ощущали себя выброшенными на свалку, пустыми и непонятыми. Кажется, даже стены дома стали врагами, напоминая им о незабываемых моментах счастья, которые теперь остались только в их памяти. Утро выдалось мрачным, серые облака висели низко над землей, словно ожидая, когда же начнется дождь. Дети начали свой долгий путь к ферме, адрес которой им оставила покойная мать, и с каждым шагом в их душах нарастало волнение. Мария, потянувшись к брату, с любопытством спросила: «Куда мы пойдем?» Ее голос звучал мягко и невинно, словно она искала утешения. Но Виктория, чувствуя огромную ответственность за свои сестры, только пожала плечами и отошла в глубины своих мыслей. Результат сложных решений взрослых снова оказывался тяжелым бременем на плечах детей. Кирилл старался выглядеть старше, чем он есть на самом деле, сжимая плечи и поднимая подбородок. Но дрожащие руки выдали его страх, и он прекрасно это понимал. Его сердце колотилось в груди, словно предупреждая о грядущих опасностях. Шаги становились тяжелее. Сестры, подбоченившись к нему, искали у него утешение и защиту, но он сам чувствовал себя потерянным в этом великом мире. Путь к ферме оказался длиннее, чем они ожидали. Каждый шаг давался с трудом. Солнце все еще не успело пробиться сквозь облака, и холодный ветер словно пытался забрать их последние силы. Поля вокруг становились шире. Дома встречались все реже, и в какой-то момент мир вокруг них будто превратился в бескрайнюю пустыню. Но когда дети увидели ферму вдали, в их сердцах зажглась искорка надежды. Это было место, хотя бы малое, но несущее обещание нового начала. Оно могло стать их прибежищем защиты от всех бед, которых им пришлось перенести. Когда они наконец подошли к калитке фермы, Виктория подняла руку и стучала в ней сдержанно, но сердечно. Это стучание было наполнено надеждой, ожиданием чего-то лучшего. Вскоре калитка приоткрылась, и на пороге появился фермер. Его лицо отражало настороженность и доброту одновременно, глаза светились любопытством и заботой. «Кто вы?» – спросил он, рассматривая их, слегка сгибая голову к боку. Кирилл, глубоко вздохнув, произнес с тяжелым сердцем, что их мать умерла. Эти слова повисли в воздухе, словно холодный ветер, и фермер мгновенно понял их состояние. Это был не просто рассказ о смерти. Это была история о потерях и страхах, которые ищут выхода. «Входите», – сказал он тихо, впуская их внутрь и предлагая немного еды. Его голос был грубоват, но в нем ощущалась искренность. Словно внутри него была скрыта нежность, которую он пытался скрыть от внешнего мира. Ощущение, что они не одни, вселяло в детей немного уверенности. Им так не хватало простых человеческих теплоты и заботы. Отведав немного еды, фермер смотрел на детей с серьезным выражением на лице. Он вновь обратил внимание на каждую деталь в их глазах, которые полнились невысказанными вопросами и страхами. «Я обещаю, что присмотрю за вами, если что-то случится с вашей матерью», –
– произнес он, как будто произнося заклинание. Эти слова стали для детей ударом в самое сердце. Он говорил, что они уже дома, и это значило больше, чем они могли выразить словами. На какое-то мгновение Виктория почувствовала, что надежда все же не покинула их. Фермер продолжал говорить, уверяя их, что жизнь на ферме будет мирной и безопасной. Он делился историями о жизни на земле, о животных, о том, как они защищают друг друга в любом бедственном положении. Его спокойный голос окутывал детей надеждой, наполняя их сердца теплом, чего они так долго ждали. Фермер начал показывать им дом, и с каждым шагом, сделанным по старинным деревянным полам, его слова и выражения лица становились все более образными. Он провел их через несколько комнат, каждая из которых была обставлена с заботой и вниманием. В углу стояли старинные игрушки, поливая воспоминания о детстве и о том, как когда-то они играли вместе. Сарай, где слышался тихий стук, оказался полон забавных куриц, которые вели бодрый разговор между собой, словно приглашая детей стать частью их жизни. Огород, украшенный зелеными растениями, вносил в пространство веселье и радость, напоминая о том, что жизнь может быть красивой, даже если она иногда тревожна. «Я не смогу заменить вашу мать», – сказал фермер, его голос наполнился нежностью и пониманием. «Но я сделаю все, чтобы вам было безопасно здесь. Это место станет вашим домом». Дети, услышав эти слова, почувствовали, как тяжелое бремя на их плечах стало светлее. Когда наступил вечер, они улеглись на новой мягкой кровати. Все казалось спокойным в этом мирном уголке, где звезды пробивались сквозь темные облака. Каждый из них чувствовал легкую печаль, но и облегчение от того, что они не остались одни. Их сердца обретали новую надежду, и они постепенно начинали понимать, что даже после потери что-то хорошее может зародиться в их жизни. Мария, укрываясь одеялом, встала на угол своей новой кровати и спросила: «Вы думаете, мама слышит нас?» – спросила она с надеждой, сверкая детскими глазами, полными невинности. Виктория, смотря в потолок с легкой улыбкой, ответила: «Если она слышит, то, наверное, счастлива. Она всегда мечтала о том, чтобы мы были в безопасности и были счастливы». Фермер, находившийся неподалеку, добавил с искренней теплотой в голосе: «Здесь вам всегда будет место. Никто не обязан быть одиноким в этом мире». Эти слова стали началом новой жизни для детей. Они понимали, что впереди их ждет множество неизвестностей, но теперь, в этом маленьком домике на ферме, их душам стало теплее. Им предстояло научиться радоваться жизни, несмотря на ту боль, которую они пережили. Сложные времена еще не закончились, но, как оказалось, они нашли в своей утрате нечто значимое. У них появилась надежда на новую жизнь, на возможность быть вместе и помогать друг другу. Каждый день на ферме стал наполненным новыми событиями. Дети начали познавать жизнь с ее радостями и вызовами. Помогали в огороде, кормили животных, слушали рассказы фермера о его прошлых годах и о том, как важно ценить дружбу и семью. Однажды, когда они работали в саду, Кирилл заметил, как мир начинает открываться для них заново. Он приблизился к Марии и с улыбкой сказал: «Знаешь, здесь действительно неплохо. Мы можем вырастить много овощей и помочь фермеру. Это будет хорошо». Мария, поворачиваясь к брату, в ответ улыбнулась и вмешалась, словно цветок, распускающийся под солнцем. Вглядевшись в ее глаза, он почувствовал, что, вероятно, они смогут наладить жизнь заново. Не забудут они о матери, но и оставаться в прошлом не могут. Это было важно – двигаться вперед вместе, в надежде на что-то лучшее. Таким образом, жизнь на ферме становилась все более оживленной. И даже ветер, гулявший над полями, начинал казаться более дружелюбным. Дети все чаще стали находить умиротворение в своих новых обязанностях. Несмотря на горе, в их жизни начали появляться радости, и они начали учиться понимать красоту каждого мгновения. У детей появился еще один важный урок о том, что даже в самый мрачный час всегда найдется место для надежды и света –